Знакомьтесь, это Диего. И несколько лет назад его жизнь круто изменилась. У него появились волосы. Да, Диего сделал операцию по пересадке волос и теперь может похвастаться роскошной шевелюрой, благодаря которой он встретил свою молодую жену. Добро пожаловать в Стамбул. Это жизнь других. Для меня Стамбул – это местные рынки, шумные улицы, крепкий турецкий кофе и темпераментные мужчины. Но ведь на самом деле это только фасад. А каково это – родиться и до пенсии прожить в Стамбуле среди всего этого хаоса, огромного количества сладостей и темпераментных мужчин? Сегодня мы это и узнаем. Если бы я родилась в Стамбуле, то, например, в семье парикмахера Месута Алтуна. Обучалась бы парикмахерскому искусству с самого детства, открыла бы свой небольшой салон красоты и помогала бы мужчинам становиться чуточку красивее. Или родилась в семье Башак Йошчелик. Окончила бы частную школу, получила бы работу в международной компании и успешно совмещала бы семью и карьеру. Ну, или в семье Камурана и Хаджер Шен. Собиралась бы всей семьей на чаепитии со сладостями и готовила бы национальное блюдо по старинным бабушкиным рецептам. В общем, мне было бы чем заняться. В то время как во всем мире естественные роды становятся все более популярными, женщины в Стамбуле все чаще и чаще прибегают к альтернативному варианту. 70% женщин в Стамбуле предпочитают рожать с помощью кесарево сечения, потому как боятся, что иначе роды будут протекать долго и болезненно, и это станет угрозой для жизни ребенка. Оказывается, Турция занимает лидирующие позиции среди стран, в которых кесарево делают даже тогда, когда в этом нет медицинской необходимости. Мы стараемся всячески убедить наших пациенток рожать естественно. Но если роженица хочет прибегнуть к каким-либо дополнительным манипуляциям, это ее личный выбор, и мы ей в этом не отказываем. Каким бы способом женщины не рожали, в Турции за все надо платить. При наличии страховки естественные роды обойдутся в 5500 лир, а кесарево – 7000. Если же страховки нет, то сумма умножается на 2. После появления ребенка на свет турецким родителям не просто определить его в детский сад. Ведь в бесплатной государственной очереди расписаны на несколько лет вперед. А вот частные стоят от 2500 до 8000 лир в месяц. Вот что значит знание на вес золота. Мой внук ходит в частный детский сад, и мы не жалеем потраченных денег. Ведь кроме того, что его накормят и присмотрят за ним, он также получит более качественные знания, с которыми будет проще попасть в хорошую школу. Как только в Стамбуле приходит время идти в школу, родители вновь оказываются перед выбором. Несмотря на то, что государственные школы в Стамбуле бесплатные, родители отдают своих детей в частные, при этом готовы платить за это баснословные деньги. Ну, а рассказать про то, как учиться в таких школах, конечно, могу вам я, но лучше меня это сделают дети, которые учатся в этих школах. Правильно? Вот так. Всем привет! Я Исмаил, и я хочу показать вам нашу с Мэма школу. Если вы готовы, добро пожаловать и следуйте за нами. Эти юноши – ученики нашей частной школы. В Стамбуле количество государственных и частных учебных заведений одинаковое. Поэтому при малейшей финансовой возможности родители отдадут ребенка в частную, чтобы обеспечить ему лучшее будущее.
Это специальный бокс, в который каждый из нас может кинуть письмо с жалобой или предложением. Если произошло что-то нехорошее или же мы хотим каких-то перемен к лучшему, мы все это пишем на листочке и ждем изменений. Мы все этим пользуемся. Очень полезная штука. Чтобы попасть в школу, мы должны пройти через турникет. Сейчас он временно не работает, но обычно, чтобы зайти внутрь, мы прикладываем палец и бинго! Вход прям как в секретную лабораторию. Ну что ж, начало очень даже многообещающее. Интересно, что же нас ждет дальше? Мы находимся на уроке искусства. Он, как и все остальные, длится 40 минут, и в классе нас обычно не более 15 человек. Эти парни трудятся над каким-то новым проектом, поэтому не будем им мешать и пойдем с вами дальше. Во всех турецких школах учатся 12 лет, и везде 100-бальная система оценивания. Оценки каждого заносятся в единую государственную онлайн-систему. Доступ к ней есть у учителя и ученика с его родителями. Каждый получает свой пароль и может отслеживать успеваемость. В государственных школах делают больший уклон на изучение религии, а вот в частных обучают по программам, которые разработали западные университеты. В них, собственно, и планируют поступать выпускники. Интересно, сколько же стоит это удовольствие? Образование в нашей школе обойдется от 30 до 40 тысяч лир в год. А по желанию за дополнительные 4 тысячи лир в год ученик будет ежедневно питаться горячими обедами. Здесь мы покупаем еду. Я обычно беру гамбургер. Он стоит 6,5 лир. Дороговато, но вкусно. А именно за этим столиком мы постоянно с друзьями сидим. Общаемся, кушаем. Это наш любимый столик. Дети в Стамбуле дети. Дай им только волю. Будут гамбургеры и прочий фастфуд на завтрак, обед и ужин кушать. Это зал для баскетбола. Тут, конечно, иногда играем и в волейбол, но все любят баскетбол. На стенах специальная защита, чтобы мы не травмировались. Жаль, на улице нет баскетбольной площадки. Так бы мы играли и там. А это место отведено специально для волейбола. Но в него любят играть наши девчонки. Кроме того, в частных школах есть группы продленного дня, которые значительно облегчают жизнь родителям. Мы с мужем отдали старшую дочку в частную школу, потому что там учебный день заканчивается одновременно с нашей работой. Нам не приходится переживать за нее, пока нас нет дома. Я очень надеюсь, что вам понравилась наша школа. У нас очень здорово, даже посреди коридора можно немного попрыгать. Я бы с удовольствием показал бы вам больше, но мне пора на урок. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо моим маленьким помощникам. Ну что ж, турецкую частную школу увидели, и за будущее ее учеников можно не волноваться. Часть из них уедет учиться в другие страны, а кто-то продолжит свою учебу на родине. Текстильная промышленность – одна из старейших и ведущих отраслей турецкой экономики. Турция – одна из крупнейших мировых экспортеров текстиля. И треть населения страны ежедневно трудится, чтобы не сдавать этих позиций. В связи с этим у многих выпускников даже не возникает сомнений при выборе своего призвания. Что мы знаем о тканях? Ну, из них шьют одежду, платья, правильно, модные бренды всегда ищут какие-то новые текстили, новые рисунки, новые ткани. Но где же взять эти новые ткани? Об этом знают в Стамбуле студенты университета легенькой промышленности. Идем узнаем. Факультет текстильных технологий и дизайна в Стамбульском техническом университете один из самых популярных в стране. Абитуриенты толпами подают сюда документы на поступление, но лишь единицам удается получить заветное место. У нас учатся в основном девушки, хотя и парни не исключение. Главное, что наши студенты горят своим делом. Кто-то из них мечтает стать дизайнером и прославиться на весь мир, а кто-то хочет продолжить дело своих родителей и возглавить семейный бизнес.
Технический университет государственный, а в Турции это значит, что образование в нем абсолютно бесплатное. Но Чинга и ее одногруппники, несмотря на это, заплатят за свою учебу на минуточку 274 тысячи лир. Интересно узнать, почему? Чтобы иметь мировой успех в нашей индустрии, образования в Турции мне будет недостаточно. Поэтому я поступила на платную специальность, которая включает в себя 2 года обучения дома и 2 года обучения в США. Так как университет сотрудничает с американским вузом, все студенты, которые учатся на дизайнера, получат сразу 2 диплома. Студенты-дизайнеры за 2 года обучения в Турции заплатят 24 тысячи лир, а за 2 года в Америке 250 тысяч лир. Но, уверяю, оно того стоит. Как говорится, удовольствие не из дешевых. В год университет набирает всего 12 человек на специальность дизайнер. Остальные же учатся полностью бесплатно и не ищут возможности переехать в другую страну. Но не все стамбульцы оканчивают частные школы и едут получать образование за границей. Есть те, кто осваивает профессию с малых лет и не поступают в вуз. Меня зовут Месут, и вот уже 18 лет я работаю парикмахером. С 12 лет Месут начал обучаться своему делу, помогая мастеру и наблюдая за его работой. Через 3 года он сам начал понемногу стричь и спустя несколько лет открыл свой салон. У меня нет высшего образования, и я не планирую его получать. Я люблю свою работу, и у меня очень много клиентов, которые регулярно стригутся или приходят подровнять бороду. Турецкие мужчины очень любят себя и щепетильно следят за своим внешним видом и стараются выглядеть идеально. Поэтому порой поход к парикмахеру превращается в настоящий ритуал, который не заканчивается стрижкой волос и бороды. Стрижка стоит 30 лир, а бритье 15. В месяц удается заработать не меньше 7 тысяч лир, но и бывает и больше. Но не стоит забывать о налогах, ведь в год я плачу 18% с прибыли. По меркам Стамбула Месут очень даже неплохо зарабатывает и считается завидным женихом. Но годы берут свое, и не каждый мужчина с возрастом может похвастаться роскошной шевелюрой. Помните сказку, где старый король для того, чтобы стать молодым и красивым, прыгнул в котел с кипящей водой? Так вот, я вам скажу, что в Турции у мужчин есть свои секретики для того, чтобы оставаться молодыми и красивыми. А какие, вы спрашиваете? Сейчас вам все расскажу. Гуляя по Стамбулу, нередко можно встретить мужчин с перебинтованной головой. Они не ушиблись из-за падения с велосипеда или не получили травму после разборки с темпераментной турецкой женщиной. Они просто-напросто сделали пересадку волос. Знакомьтесь, это доктор Серкан Айгин. И вот уже 20 лет он помогает многим мужчинам обрести уверенность в себе благодаря новой прическе. Стоимость процедуры достигает максимум $3000. И несмотря на то, что страховка не покрывает даже часть этой суммы, желающих из-за этого меньше не становится. За день в Стамбуле делают около 1000 подобных операций, поэтому наш город называют мировой столицей по пересадке волос. К нам обращаются не только граждане Турции, а и мужчины со всего мира, ведь знают, что получат качественный результат за приемлемые деньги. Операция и все сопутствующие процедуры с подготовкой занимают максимум 4 дня. Ведь предварительную консультацию пациенты получают онлайн. А уже по приезду в клинику доктор знает весь объем работы и в кратчайшие сроки выполняет все необходимые манипуляции. Пересадку сложно назвать операцией, потому как нет никаких хирургических вмешательств. Но прежде чем на голове вновь заколосятся шелковистые волосы, потребуется время.
Через 2 месяца после процедуры пересаженные волосы выпадут, а вот спустя 5-6 месяцев на их месте уже будут расти новые. Вот он, 21 век. Правда, для того, чтобы волосы прижились, необходимо соблюдать ряд правил. Например, избегать попадания прямых солнечных лучей или временно не заниматься спортом. Ну а как вы хотели? Красота требует жертв. Чтобы узнать о жизни после пересадки, я встретилась с одним из пациентов доктора Серкана. Диего, ты когда себе сделал операцию? Около 5 лет назад. 5 лет? Слушай, ну так ты красавчик, это у тебя за 5 лет? А ты стрижешься вообще? В парикмахерскую ходишь? Да. Если они у тебя будут еще длиннее, а можно я потрогаю? Да, трогай. Слушай, ну они живые, боже, а как это так? А ты чувствуешь, что я тебя дергаю? Да, конечно. Вот прямо как, вот подергай меня. Ну подергай, бери меня. Ну, вот мне больно, а тебе больно? Да. Лысые мужчины такие красивые, такие сексуальные. Зачем ты себе эти волосы сделал? Нет, ты и так красивый, конечно, с волосами. Но почему? Спасибо огромное. Эх, встретилась бы ты мне раньше. А, то есть, если бы я была бы раньше, ты бы и не делал бы эту операцию, да, может быть? Скажи, ну а больно это вообще или нет? Это вообще не больно. Я спал на протяжении пересадки. А ну это дорогое удовольствие сделать вот такую красивую прическу? Нет, Ну подожди, ты мне скажи, и это на всю жизнь? на всю жизнь. А что, тебя потом стали девушки больше любить, когда у тебя волосы появились? Или вот что изменилось в твоей жизни? Сейчас я женился на 25-летней красавице, хотя самому 40. Ничего себе. И ты думаешь, что это из волос на голове? Ну да. Да перестань, ну перестань. Ну, честное слово, что ты думаешь, что 25-летний выходит за волосы на голове? Ну, что ты меня смешишь? Я опытная женщина, я тебе могу рассказать. Но потом. Ох уж эти мужчины, как придумают себе что-то. Ну, как бы там ни было, результат современных технологий впечатляет. Пока Турция развивает медицинский туризм в своей стране, есть местные лакомства, которые уже давным-давно пользуются популярностью во всем мире. Рахат лукум, баклава, сладость – это то, с чем у всех ассоциируется Турция. Но ведь правда, и местные жители здесь, и дети, и взрослые тоже очень сильно ее любят. Этот бизнес очень прибыльный. И вот как он работает, ну и сколько люди зарабатывают, сейчас мы все и посмотрим и узнаем. Идем. Когда-то все эти сладости могли себе позволить только царственные особы. Но те времена давно прошли. И сейчас рахат лукум можно встретить на столах у каждого местного жителя. Каждую неделю я покупаю несколько килограммов лукума. Моя семья любит пить чай или кофе со сладеньким. Я пришла в один из самых старых магазинов со сладостями в Стамбуле. Тут работает 54 сотрудника, которые ежедневно обслуживают тысячи посетителей. Как им удается справляться с таким количеством работы, сейчас узнаю у одного из продавцов, а заодно устрою себе небольшую дегустацию. Ахмед, а скажи мне, вот эти турецкие ваши сладости, они так популярны, а из чего вы их делаете? Вы же, у вас нет ни шоколада тут, правильно, ни карамели. Вот что это такое? Тут все только из натуральных ингредиентов. А скажи, пожалуйста, они вообще очень калорийные, от них сильно поправишься от ваших сладостей? Нет, тут очень мало сахара. Сладости в основном делают из меда. А местные жители часто к вам приходят, покупают у вас сладости? Конечно же, у нас постоянно отовариваются местные. То есть не только туристы, да, но и местные жители тоже любят. А вы давно тут работаете? 4 года. А вы каждое утро делаете свежие сладости или это как-то у вас заготовки какие-то есть? Каждый день у нас новый завоз, но бывают дни, когда до обеда все раскупают, и тогда нам привозят новую партию сладостей. Ну, слушайте, вот ваш же вот бизнес, да? И я думаю, что вот этих сладостей по городу очень много. У вас большая конкуренция? Конкурентов мало, мы номер 1 в Стамбуле, да и вообще в Турции. А сами вы едите эти сладости или нет? Я обожаю сладости, несмотря на то, что они постоянно у меня перед глазами, с удовольствием их себе покупаю. Прекрасный, мне кажется, бизнес. Если я тут жила, я бы, наверное, занималась этим. Была бы толстая, добрая женщина. Ну что сейчас? Welcome. Thank you. Да, ждите, скоро Çok hoş буду. geldiniz. Çok memnun oldum.
Ахмед уже 4 года работает в этом магазине и не планирует ничего менять. Ведь, как он утверждает, его работа дарит радость людям. Цены на любой карман. От 49 до 159 лир за коробку со сладостями. При этом зарплата у работников стартует от 3500 лир. Сладкого наелась, но оставила себе немного места еще для одного деликатеса, который местные жители готовы есть и днем, и ночью. Шаурма – это очень популярная еда у местных жителей. В принципе, как и во всем мире, люди обожают это блюдо. Да чего греха таить, я тоже его очень сильно люблю и порой предпочитаю даже больше, чем итальянскую пасту. Сейчас хочу пойти отведать, заодно, может, что-нибудь интересненькое и узнаем про работу эту, да? Машинка. И вкусно же. Возле лавок с шаурмой с утра до ночи выстраиваются огромные очереди. Поэтому, чтобы не отвлекать Йомера, в самый час пик я пришла к нему в 10 вечера. Но даже ближе к полуночи народ не отказывает себе в уличной еде. Как часто к вам сюда приходят местные жители? Регулярно, каждый день. То есть у вас есть постоянные клиенты, местные люди, которые приходят именно кушать шаурму, да? Конечно, я уже знаю, кто из них что любит. Слушай, а я знаю, что для того, чтобы работать здесь, вы должны проходить какие-то курсы. Это правда? Да, так и есть. Серьезно? А что вас на этих курсах чему учат? Основной акцент делают на том, как правильно обжаривать мясо. Сколько времени вы учитесь? Около 2 месяцев. 2 месяца учился. Вот сколько в день вы продаете, я не знаю, килограмм мяса, или как вот вы считаете, вот в день, сколько у вас продаж? Каждый раз по-разному. В день продаем около 130-150 килограммов мяса. В день? Да, за целый день. Слушай, ну я тебе хочу сказать, что на самом деле это блюдо действительно популярно во всем мире. Его обожают все. Это мой муж, ты не представляешь, что он за вот это блюдо отдаст. Он, ну, не родину, конечно, но со мной может на вечер, на 2 часа попрощаться. А ты работаешь в неделю сколько дней? Я работаю 6 дней в неделю по 12 часов. При таком графике Йомер зарабатывает около 4-5 тысяч лир в месяц и очень доволен своей работой и заработком. В Стамбуле целый культ уличной еды. Центральные улицы заполнены тележками с жареными каштанами и кукурузой, бубликами и прочими сладостями. А в каждом районе города можно с легкостью наткнуться на множество заведений, которые предлагают самые различные блюда местной кухни. Как говорят жители Стамбула, чем более непримечательно выглядит лавка или кафе, тем вкуснее там может быть еда. А запахи настолько манят, что не могут никого оставить равнодушными. Минимальная зарплата в Стамбуле составляет 2100 лир. Продавцы зарабатывают от 3000 лир, учителя в школе около 5. Преподаватели в университете получают от 6 до 10 тысяч, а врачи от 9 тысяч лир. Но некоторым жителям Стамбула зарплата и деньги ни к чему, ведь их называют хозяевами города. И речь сейчас идет о котах. Их можно встретить практически везде. Они чувствуют себя гораздо увереннее в этом городе, чем люди, которые, к слову, совершенно не против этого. Ведь все жители Стамбула, от детей до стариков, обожают котов. И любовь эта сложилась исторически. Котов и кошек у нас не просто любят, а поддерживают на государственном уровне. Социальные службы развешивают по городу рекламу с напоминанием о том, что надо напоить и накормить животных. А среди моих знакомых многие забирали себе домой уличных котов. Котов тут никто не обижает, и они, в свою очередь, ведут себя очень дружелюбно. Многие стамбульцы считают своей обязанностью накормить живущих у их дома котов. А коты, обитающие возле кафе и ресторанов, и вовсе питаются регулярно, и, как шутят турки, иногда даже лучше, чем люди. В общем, Стамбул можно смело назвать городом котов. В Турции, как и во всем мире, есть семьи, в которых муж работает, а жена занимается семьей и хозяйством.
Но есть одна особенность. Пока местные мужчины трудятся, их жены находят для себя развлечения. Во всем мире, когда женщины собираются на девичник, что они обсуждают? Ну вот что мы обсуждаем? Ну, конечно же, мужчин, детей, новые платья, сумочки, туфли, подруг, которые отсутствуют на этом девичнике. Ну и так, по мелочи, кулинарные рецепты. А у турецких женщин есть свои секреты на девичниках. Пятница, 11 утра. Дети в садике или в школе, мужья на работе. Подруги Лейлы пришли к ней на гюн. А что это такое, мы сейчас все с вами и узнаем. Девочки, наконец-то мы собрались. Так ждала нашей встречи. Рассказывайте, у кого как дела. Я так устала, мой малыш часто болеет. 3 дня в школе, 2 дня дома. А мой в последнее время стал таким неуправляемым. Школа — наше спасение, там он как шелковый. Это вам еще повезло, что у вас по одному ребенку, вот у меня 2, и это я вам скажу 100 раз сложнее. А я всегда говорила, что лучше работать, а не дома с детьми сидеть. Домашние хлопоты — это самый тяжелый труд. Слово за слово, и как у нас женщин часто бывает, разговор плавно перешел в обсуждение мужчин. Мужчины порой бывают хуже детей. Из-за того, что мамы сильно опекают их в детстве, во взрослой жизни приходится все за них делать. Я так люблю, когда муж мне помогает, поэтому своего сына я с детства учу быть самостоятельным. А мой муж любит есть все с пылу, с жару, поэтому приготовить что-то заранее или на несколько дней не получается. Девочки, раз уж речь зашла о еде, приглашаю вас к столу. Я немного подготовилась к вашему визиту. Вот так девичьи посиделки наготовили, как на свадьбу, а мучного-то сколько! Ой! Видимо, в турецком языке нет слова «диета». Счастливые женщины. В турецком языке есть поговорка: если один ест, а другой смотрит, то начинается война. Поэтому, когда мы у кого-то собираемся на гюн, хозяйка наготавливает много еды, чтобы всем хватило. Тут бы еще на 3 таких гюна хватило, но, видимо, Лейла решила перестраховаться и подготовиться к приходу подруг основательно. Девочки, вчера всю ночь готовила для вас. Надеюсь, вкусно. Просто пальчики оближешь, невозможно устоять. Сама я столько дома не готовлю, так как у нас дочь спортсменка, и мы стараемся всей семьей придерживаться правильного раздельного питания. А я в последнее время начала экспериментировать. Увидела в интернете новые рецепты, и теперь каждый вечер своих балую чем-то новеньким. Да чего же аппетитно все это выглядит! Прям слюнки текут. А после легкого перекуса подруги возвращаются к своим чашкам с выпитым кофе, чтобы погадать друг другу. Да-да, в Стамбуле женщины часто гадают на кофейной гуще. Кто-то действительно в этом разбирается, ну а кто-то импровизирует. Но если и с тем, и с другим не заладилось, то на помощь придет специальное приложение в телефоне. Через него можно отправить фото гущи профессиональной гадалки, которая все тебе расскажет и ничего не утаит. Какое-то твое желание скоро непременно исполнится. А еще я вижу, что на душе твоей было неспокойно, но все уже позади, нет повода для волнений. Человек, чье имя начинается с буквы «Р», принесет тебе благую весть. А теперь можешь смело загадывать желание. Когда встреча подходит к концу, хозяйка начинает собирать деньги. Да, вы не ослышались. Она собирает с каждой гости заранее оговоренную сумму. Гюн — это древняя турецкая традиция. Раньше таким образом подруги помогали друг другу финансово, чтобы быть чуточку независимыми от своих мужей. Но теперь все просто сбрасываются хозяйке, чтобы возместить ее затраты на приготовленные блюда. Ну а что, удобно. И с подругами встретилась, и в минусе не осталась. Стамбул очень прогрессивный город, и многие женщины не хотят быть домохозяйками, поэтому совмещают карьеру и семью. Башак – бизнес-вумен. Она занимает руководящую должность в крупной компании и воспитывает вместе с мужем маленькую дочь. Как ей все удается совместить, сейчас мы узнаем. Башак, ты бизнес-вумен в Стамбуле.
это вообще принято среди женщин или нет? Это вполне обычная история, когда женщина занимается бизнесом, ходит на работу и имеет свой заработок. Хотя нас гораздо меньше, чем тех женщин, которые посвящают себя полностью семье. Вот муж тебе когда-нибудь говорил, что, слушай, бросай свой бизнес, и мне нужна жена дома, чтобы ты занималась хозяйством? В больших городах каждая третья женщина работает, и мужчины уже свыклись с этой мыслью. А по хозяйству всегда может помочь домработница. Вот финансово в семье муж с женой, муж отдает деньги жене или нет? Или у вас как бы так вот, я зарабатываю так сама, а ты зарабатываешь сам? Несмотря на то, что у нас с мужем общий бюджет, я могу тратить свою зарплату на личные нужды и могу также попросить у мужа деньги, если мне они будут нужны. Ради семьи ты бросишь карьеру, свою работу? Не думаю, что когда-то окажусь перед таким выбором. Во всяком случае, мне бы этого не хотелось. Ведь и семья, и карьера очень важны для меня. Раз у нас с Башак завязался такой душевный разговор, то я не могла бы с ней не поговорить о мужчинах. Вот насколько вот мужчины, турецкие мужчины обходительные? Наши мужчины любят одаривать женщин цветами и подарками, приглашают их в кино и дорогие рестораны. Хорошие женихи турецкие. Так, на секундочку. Правда, что в Турции часто причиной развода является неверность мужчин, потому что они очень темпераментные и любвеобильные турецкие мужчины, вот так вот считаются. Сейчас очень мало подобных случаев. Жанна, пойми, турецкие мужчины очень дорожат своей семьей, и даже если что-то сделают не так, то потом приложат максимум усилий, чтобы сохранить свой брак. То есть они такие семьянины, я понимаю, да, оказывается, турецкие мужчины. Вот, слушай, я постоянно думала все по-другому, понимаешь, оказывается, нет. Вот, ну, если вот турецкие мужчины такие яркие, романтичные, обходительные, что вот сделал твой муж, вот чем он тебя покорил? Я познакомилась со своим мужем на работе, и меня моментально сразили наповал его ум и харизма. Позже мы стали общаться ближе. Он дарил мне подарки, приглашал на свидание, и однажды он устроил мне невероятно романтический вечер, после которого я поняла, что я его люблю. А на свидание, когда вы с ним ходили, он платил за обоих или каждый за себя? Турецкие мужчины всегда платят за даму. И мой муж, конечно же, тоже оплачивал все счета. Но мне всегда было неловко, что все затраты ложатся на его плечи. Поэтому иногда и сама угощала его, и дарила ему подарки. Кто в доме главный? У моего мужа очень волевой характер. Но скажу по секрету, последнее слово всегда за мной. Да, ну, только не говори это мужу, понимаешь, пускай он думает, что он главный, а мы будем все дальше хихикать. С Башак о мужчинах посекретничали, а теперь самое время заглянуть к семье Шен, чтобы узнать, как обустраивать свой быт жители Турции. Камуран и Хеджер вместе с 2 дочками живут в своей квартире в одном из спальных районов Стамбула. Подобная жилплощадь в 120 квадратных метров стоит 650 тысяч лир. А как им тут живется, мы сейчас узнаем. Ну, вообще, у меня такое ощущение, на самом деле, что я нахожусь дома у своих друзей. Честно говоря, вот такая какая-то очень атмосфера такая домашняя и похожа, вот, в принципе, даже вот на наши дома. Вот у вас это вот, ну, типичная турецкая квартира такая? У нас самая обычная квартира. Многие в Стамбуле живут так же, как и мы. А вот типичный турецкий чай, кстати. Он очень крепкий и очень вкусный. У вас часто чаепитие дома проходит? Чаепитие – это давняя турецкая традиция. Наша семья чтит ее, поэтому мы часто достаем наш любимый сервиз и наслаждаемся турецким чаем. Сколько вы платите? Свет, газ, вода? Все зависит от времени года. В летний период в месяц на коммунальные услуги мы тратим 400 лир. В зимний период получается ровно в 2 раза больше. А у вас так в семье принято, что так вот мужчина говорит, а женщины молчат? Это так, ну, нормально? Нет, что вы. Может, раньше в Турции и был патриархат, но сейчас все изменилось. Это правда. Открою тайну, моя жена босс в нашем доме. То есть правильно, женщина главная. А вы сколько лет уже живете? Мы вместе 15 лет. 22 года. Разве 22? 15? Да нет, 15. 15 лет назад была свадьба. Так 15 или 22? У нас немножечко запутались. Родители Камурана – религиозные мусульмане.
Оба преподают в религиозных школах. Мама сегодня заглянула к нему в гости, и я не могла не задать ей несколько вопросов о воспитании детей. А у вас же 2 сына, вот как вот вы их воспитывали? И насколько я понимаю, что вы религиозная семья, а ваши дети уже светские, правильно, семью? И даже голова не покрыта у невестки. Это нормально? Это полностью их решение. Я не вмешиваюсь. Как хотят, пусть так и одеваются. Как бы получается, в Стамбуле, в Турции это свобода выбора, да? Хочешь так, хочешь так, но это прекрасно. А скажите, пожалуйста, а вот как вот вы воспитывали своих детей? Вы строго их воспитывали? Вы наказывали их? Никогда не была строгой. Я их очень люблю, поэтому никогда не ругала и не поднимала на них руку. Ну почему? Дети же не слушаются, они же, там, не знаю, плюются, кричат. Надо же как-то их как-то наказывать и говорить, что поставлю в угол сейчас, если не будешь меня слушаться. Нету такого у вас? Когда они становились очень непослушными, говорила, что все расскажу их отцу. То есть у вас именно папа был, да, именно. А папа наказывал детей? Папа мог наказать? Он всегда старался объяснить им, что хорошо, а что плохо. А вас родители наказывают? Нет. А если ты, я не знаю, там, принесешь плохую оценку или не послушаешься, родители тебя тоже не накажут? Никогда не ругают. Если в школе получает плохую оценку, то мы ей объясняем, что если она будет плохо учиться, то в будущем ничего не достигнет. Ага, то есть, подожди, это в Турции вот все так воспитывают детей, все, ай-яй-яй, поговорим, хорошо, или это только вот ваша семья такая идеальная? Не могу говорить за всех, но хочется верить, что другие также общаются со своими детьми. Если в семье мир и любовь, то родители никогда не проявят жестокость по отношению к своему ребенку. А в телефоне вы разрешаете подростку сидеть? Мы следим за тем, чтобы наши дети пользовались телефонами и другой электроникой как можно реже. Вообще, я вам хочу сказать, знаете, лайфхак от нас, так сказать, воспитания детей, что если дети все-таки не слушаются, ваши разговорчики добрые им не помогают, забирайте телефон. Клянусь, работает вот так. А вообще принято вот в семье, чтобы вот взрослые дети, там, сыновья помогали материально своим родителям? У всех по-разному. Кому-то помогают родители, у кого-то наоборот. Мы с братом делаем все, чтобы наши родители ни в чем не нуждались. А вот вы бы прожили на пенсии без помощи детей? Не хватило бы. Помощь детей очень выручает. Но мы с мужем стараемся помогать с внуками, чтобы нашим детям было немного легче. Если женщины на пенсии, как Фадиме, проводят время дома с внуками, то мужчины чаще всего собираются в барах, в которых пьют чай и играют в нарды или домино. В одно из таких заведений я и решила заглянуть. Почему такое неравноправие? Почему клуб для мужчин, а где клуб для женщин тогда? Наши женщины обычно собираются дома. В таких кафе их тоже иногда можно встретить, но днем. Не знаю, я пришла к вам днем, ни одной женщины нету. Так, то есть вы тут приходите, собираетесь, играете, это очень круто. А я просто не могу понять, а вы такие красивые, молодые. Сколько вам лет? Я очень прошу прощения. 55 лет. 53 года. И вы что, пенсионеры все? Да. А во сколько вы выходите на пенсию? Женщины выходят на пенсию в 58 лет, а мужчины в 60. Раньше можно было уйти на заслуженный отдых в 45 лет. Но из-за того, что в стране резко увеличилось количество пенсионеров, а процент трудоспособного населения уменьшился, правительство увеличило пенсионный возраст. Но нам с парнями повезло. То есть вы пошли по старой системе, я так правильно поняла? Но вы рады, что вы пошли раньше на пенсию? Это классно быть пенсионером в Турции? Да, конечно, мне нравится. Видимся с друзьями, проводим время с детьми, гуляем, ходим в ночные клубы. Ночной клуб вы ходите? А что вы делаете в ночном клубе? Подожди, очень интересно. Вы понимаете, еще раз, у меня сейчас только что был шок. Я узнала, что пенсионеры ходят в ночной клуб. Что делают пенсионеры в ночных клубах? Там играет живая музыка, народ веселится, можно танцевать и приятно проводить время. А также вот большинство пенсионеров в Турции? Или это только, может быть, какой-то у вас приоритет? Я не знаю, может, вы богатые пенсионеры? Мы абсолютно не богачи. Наоборот, находясь на пенсии, мы работаем, и у нас очень загруженная жизнь.
Сколько пенсия, кстати, в Турции? Какая пенсия? Минимальная пенсия в Турции – 1600 лир. Многие знакомые получают около 2500–3000 в месяц. Но это же очень мало. Как на эти деньги можно прожить? Не хватает. Поэтому многие работают. Кому-то помогают его сбережения, которые удалось отложить за годы работы. То есть пенсионеры в Турции должны дополнительно работать или иметь какие-то сбережения, или наверняка дети помогают. То есть иначе, получается, ты не выживешь. Правильно я понимаю? Мы помогаем своим детям. Нам уже не так много надо, а им нужна наша помощь. Вне зависимости от города и страны, родители всегда заботились и будут заботиться о своих детях, вне зависимости от возраста и возможностей. Стамбул постоянно меняется, и никто лучше, чем местные жители, не скажет, какой он сегодня. Динамичный, Современный, величественный. прогрессивный. Это самый любимый город на Земле. Меняйтесь, двигайтесь вперед, делайте свою жизнь интересней. Ну а я буду стараться вдохновлять вас, показывая жизнь других.